Всем привет! 4-й сезон, 2-я серия. Сегодня будем разбираться с формой сведения в хип-хоп на стандартных плагинах. Давайте посмотрим, что мы сделали в прошлый раз. Мы в прошлый раз с вами сделали ритм-секцию, мы расширили бас, мы кое-что поколдовали с клэпс, и кое-что сделали с открытым хэтом. Мы его удлинили на припевы. Сейчас я покажу, как это выглядит. Итак, вот такой у нас куплет получился с ритм-секцией. Более легкий куплет. И более тяжелый припев за счет более длинного хэта. Теперь давайте бороться за разнообразие, чтобы у нас не было скучно. Очень скучно, когда инструменты играют от начала до конца и все абсолютно одинаково. Вот, например, вот этот сэмпл. Ну, я думаю, я бы его проредил, то есть хотя бы через раз, чтобы это было вот так как-то выглядело. Раз играем, раз не играем. И уже будет веселее. Ну и вот что у нас получилось. Значит, в куплетах в яме я вообще убрал этот звук. Это в интро. И появляется он только с первого куплета. Вот интересная вещь, когда вы делаете такую вещь, когда вы начинаете прорежать, то если был квадрат, допустим, там 2/4, то он удлиняется. То есть музыкальная фраза у Sample 2, она стала в 2 раза длиннее. И это по-другому совершенно воспринимается. А вот в припеве он уже играет опять на каждую долю. Не на каждую, на каждый раз. Ну и также дальше в куплете. Да? А теперь этот звук мы не трогаем, этот мы не трогаем. Вот что я предложил бы сделать с клэп. Клэп изначально они звучат достаточно сухо. И опять же достаточно однообразно. А я сделал еще одну дорожку клэп, проредил ее в 2 раза и отправил эту дорожку на реверб. То есть этот клэп, он уже звучит с ревербом. Вот так он звучит. Причем прямой сигнал я вообще отключил от общей шины. То есть прямого сигнала здесь нет, это только реверб. Ну, такой способ реализации какой-то автоматизации, да, один из вариантов. И тогда все вместе это звучит уже совсем по-другому. Опять же, а припев мы усиливаем, и там у нас реверб звучит на каждой доле. И выходим из припева, и уже опять через долю. Теперь вот это вот
точка перед куплетом, тут была задумана у ребят, у самих была задумка сделать яму, у них останавливается здесь кик, я остановил здесь еще хэты и убрал клэп в этом месте. И получилось, на мой взгляд, интересно. Это яма перед вторым куплетом, ну фактически это начало второго куплета. А все вместе это вот так звучит. Ну, пораньше. Man, I'm sick of these rats. You can find them everywhere. Check the holes, check the tracks. Watch them while they fall. Man, I'm about to lay these traps. Put a sucker in his place. I'ma kill him with the facts. Bring your stats, but your stats don't impress me. They want it all. They corrupt like Nestle. No, with them facts. То есть вот этот FX, который звучит в этой яме, он сейчас стал звучать более нарочито ярко и более выразительно. Ну, была еще версия убрать и его отсюда, тогда бы все внимание концентрировалось на вокале. Но мне показалось, это уже перебор. Хотя вот этот, наверное, звучок бы надо убрать. Ну, да, наверное, либо одно, либо другое, да, вот как-то так. Да, в общем-то, и с ним тоже неплохо. Ну и коду я укоротил трек достаточно сильно. Проредил здесь также вот FX, также проредил тарелки. Потом вот здесь вот у меня есть идея вот это вот убрать вот так. И в конце я добавил такую бочечку с ревербом сюда. Вот и все. Собственно, краткость — сестра таланта. Только, наверное, логичнее будет убрать первую часть. Ой, вторую часть, а первую оставить. Еще раз. Ну, да. То есть здесь у нас не будет клэп, реверба. По инструменталу, в общем-то, наверное, все. Давайте теперь посмотрим, что у нас по вокалу. Весь вокал я объединил, бэк-вокал, в одну группу. Это называется бэк-1. Здесь у нас есть вот такой вот, как бы, здесь есть ответы одни и ответы вторые. Первые ответы я поставил левее, вторые правее. И там есть еще такой голосок, который... Слушаем. Crazy, 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 crazy motherfucker, you man. You a crazy motherfucker, crazy. You one crazy motherfucker. Crazy. Ну и все вместе это вот так звучит. Ну, тут немножко кашеобразно, потому что насыщенная партия лид-вокала, она постоянно идет без пауз. Ответы слева, ответы справа, и еще motherfucker, который тоже теряется в общей каше. Получается, что он как бы не очень уместен. Поэтому я позволил себе поставить на него distortion, эквалайзер. Вот такой вот. И таким образом он у нас как бы уйдет в дальний план и будет таким легким мегафоном.
Плюс на нем по сендам пока ничего нет, но, наверное, на нем нужен будет дилей какой-то и достаточно явно, ярко выраженный. И теперь он у нас отдалился и стал таким мегафонистым. Ну, как вы помните, лид-вокал в куплете спет даблом. Для того, чтобы оставить его цементированным и оставить его в центре, чтобы он был фундаментальным, да, оба дабла идут в центр, а второй дабл идет чуть тише первого. Пока мы этого еще не делали, но понятно, что... Ну, он по волне уже тише, да, но еще мы сделаем его, допустим, -3. То есть все-таки, чтобы лид читался в первую очередь. В контраст к этому припевный вокал я развел налево-право. Ну, не радикально, это уже слишком, наверное, так вот где-то процентов на 30-40. Левее и правее. То есть таким образом мы создаем контраст между куплетом и припевом. These calls, these Jews, they not relevant. Crazy, crazy, crazy. Are you crazy, crazy, crazy? Are you crazy, crazy, crazy? Are you crazy, crazy, crazy? Are you crazy? Пока это все не обработанное, это все чистое, как оно спето. И пока мы разбираемся с формой. Теперь вот тут появилось такое дыхание, оно было на дорожке лида в правом канале, в левом канале. Я его выделил в отдельную дорожку. Теперь оно вот здесь вот. И... Ну, поскольку оно одно, значит, оно будет у нас строго в центре. Вот так. А у нас есть дилей. Вот там какой-то артефакт, его надо убрать. А у нас есть дилей, который стоит на басу, и левый канал там 10 миллисекунд задержка, а на правом канале 20 миллисекунд. То есть левый канал будет опережать правый. И из-за этого панорама у нас как бы съедет правее. Поэтому вот этот лид я поставлю левее. Ой. Итак, все наоборот. За счет того, что задержка на правом канале больше, у нас панорама этого вокала съедет левее. Для того, чтобы это компенсировать, я это дыхание поставлю чуть-чуть правее. Теперь у нас будет широкое дыхание с двух сторон и стерео. Ну, такое разновидность эффекта Хасса. Так. И вот с дилеем, с нашим стерео-дилеем. Ну, можно даже еще левее. Ой, правее. Вот так. Хорошо. И еще есть две дорожки. Это йоу, ответы, ха и дыхание. Вот они присутствуют вот здесь во вступлении. Они называются у нас бэк 2. Yeah, baby. Ron Kelly. You know. With my horse. With my torch. Yeah. With no force. Hey. For the trip. Ну, тут е, тут ол, тут какие-то повторы фраз. Повторы фраз хорошо, они подчеркивают текст основной. Чтобы они не загружали центр, мы их чуть-чуть сместим от центра. Один левее, а другой правее. Вот так.
As I ride with my horse, burn it up high through the dark with my torch. Smooth with the mic, lead the pin with no force. Well equipped for the trip, I got weapons of all sorts. I got bass, I got gas, I got knives, I got forks. 20 motherfuckers showing up at your porch. Hit you with the truth by the bang, no remorse. If you're telling all these lies, who's your man, who's your source? Hand me those keys, let me... Ну, еще тут очень много дыханий. Вот они в интро они идут. Yeah. Ну да. Yeah, baby. Right. Вот эти все дыхания, они тоже просятся в тот же эффект, где у нас дыхание в куплете. Поэтому я их перенесу вот на эту дорожку. Ну и надо это все будет пройти, посмотреть, что там должно быть на этой дорожке. Right, Kelly. You know. Get freaky. Yeah. Yeah. Get freaky. Yeah. Get freaky. Yeah. Yeah. Check it. Get freaky. All right. I'm going in, man. Yeah, ready? Ну вот, сегодня мы разобрались с основными моментами по форме, постарались максимально разнообразить форму и движение сделать, чтобы куплет отличался от припева, чтобы это было все не однообразно и не перегружено. Немножко разобрались с вокалами, теперь нам предстоит обработать вокал и сделать из него мачо, сделать из него настоящего рэпера. И, соответственно, разобраться с бэк-вокалами, потом построить пространство и дальше final mix. На сегодня все. Ставьте лайки, жмите на бубенчики. Всем пока, всем хороших миксов.